Привет, я Саша Карельский из Петербурга. 27 мая 2021 года Санкт-Петербургу исполнилось 318 лет. Об этом и будет мой рассказ. День города Санкт-Петербурга всегда празднуется с особым культурным размахом. В этом году северная столица, несмотря на ограничительные меры, все же порадовала разнообразием событий. Сам праздник в этом году выпал на будний день, поэтому основная программа была запланирована на 29 и 30 мая. Однако в день праздника 27 мая на Сенатской площади по традиции состоялось возложение цветов к памятнику Петра I, а также его могиле в Петропавловском соборе. По известным причинам власти Петербурга приняли решение отказаться от праздничного салюта. Напомним, что обычно салют проводится у Петропавловской крепости. Но Смольный решил порадовать жителей города, объявив о намерении провести лазерное шоу на Дворцовом мосту под музыку великих композиторов. А еще с 22 мая 2021 года на пляже Петропавловской крепости начнется фестиваль песчаных скульптур, который продлится до 15 сентября 2021 года. Также в конце мая петербуржцы могли наблюдать СПБ Транспортфест, приуроченный ко дню празднования города. На фестивале можно было увидеть международный конкурс профессионального мастерства водителей, выставка инновационной техники, парад ретро-транспорта по центральным улицам Санкт-Петербурга и выставку исторической техники. Для любителей литературы по случаю Дня города состоялся 6-й Санкт-Петербургский международный книжный салон. Главный книжный праздник СПБ впервые прошел на Дворцовой площади, в здании главного штаба Государственного Эрмитажа. Там можно было приобрести последние книжные новинки, лично встретиться с писателями, пройтись по книжным аллеям и рассмотреть все мультимедийные объекты и даже кинетическую инсталляцию в виде читающего глаза. Сюрпризы прямо на входе. Гостей встречают говорящие Федор Достоевский, Николай Некрасов, Андрей Сахаров и святой благоверный князь Александр Невский. А если позволит погода, поставят специальные скамейки и шезлонги, чтобы прямо на Дворцовой можно было читать и мечтать. Поскольку Петр I очень любил играть на барабане, и это был его любимый музыкальный инструмент, в программу Дня города Санкт-Петербурга вошло в традицию приглашать барабанщиков, с которыми также участвуют акробаты с исполнением разнообразных трюков. В этом году парад барабанщиков также не стал исключением. Главное шоу в рамках празднования Дня города СПБ – это гала-концерт «Классика на Дворцовой». На концерте выступали звезды мировой сцены, балета и оперы. Музыкальное сопровождение обеспечил Большой симфонический оркестр. Еще одно уникальное мероприятие, которое обязательно нужно отметить, это 6-й по счету Санкт-Петербургский бал национальностей. Он не случайно приурочен ко Дню города, так как Петербург – многонациональный город. Зрители смогли посетить выставки, посвященные культуре и искусству народов России, научиться самостоятельно делать национальные украшения, игрушки, станцевать народные танцы и приготовить амулеты. И все это под руководством опытных мастеров. В большой концертной программе приняли участие коллективы представителей национальных культурных объединений и землячеств Санкт-Петербурга: абазов, адыгов, азербайджанцев, армян, башкир, белорусов, бурятов, грузин, дагестанцев, калмыков, казахов, корейцев, немцев, осетин, поляков, удмуртов, украинцев, финнов, цыган, чеченцев, чувашей, эстонцев. Лейтмотивом праздника
является бал национальностей, объединяющий всех жителей Петербурга. Разумеется, это далеко не все мероприятия большого города в его 318-й день рождения. Но о самых интересных я рассказал. Мы поздравляем свой любимый город с праздником и очень рады, что несмотря на все ограничения, жизнь в нем продолжается. Обязательно приезжайте в Санкт-Петербург. Он всегда рад гостям. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.